образом я тебя буду спрашивать. Все, добро. Привет всем! Привет, ребята из центра Петербурга. Сегодня я в гостях у Артема из проекта Russian Progress. Да, всем привет. Сегодня наша первая встреча Вживую, да, мы уже записывали. Мы узнали, что Юля живой человек, и что Это. я живой человек. И это не бот, как некоторые мне пишут. Да, мы записывали одно видео, один стрим. Да, стрим, который был в ужасном качестве. Я тогда был в Сочи, у меня не было нормального интернета. Здесь, кстати, в Петербурге один из главных плюсов этого города — это то, что здесь очень хороший интернет. Вот Согласна. здесь дома у меня 300 мегабит в секунду за $10 в месяц. Ребята, представьте, почему стоит вообще переезжать в Россию, потому что у вас будет вот такой интернет, в Петербурге. Для тех, кто работает удаленно. Да, Вариант. это очень важно. Мы находимся, как я сказала, в центре. Кто был в Питере, знает метро Горьковское. Да, можно говорить, где ты живешь? Да, только без адреса. Без адреса. Это старый район, очень красивый, со старыми зданиями, прекрасная архитектура. И я спросила Артема: ты будешь жить в Питере? Ты переехал в Питер? На что он мне сказал, что нет. Ты планировал жить в Питере? Тебе бы хотелось жить в Питере? Вообще я в постоянных раздумьях, где я хотел бы постоянно жить. И Питер один из тех городов, которые я рассматриваю, конечно, потому что, пожив в любом другом городе России и вернувшись в Петербург, ты сразу же понимаешь, какой город самый лучший вообще в России. Это Питер. Москва, может быть, тоже очень развитый город, но Что делает его Питер самым лучшим? все-таки уютнее. Делает его лучшим планировка, архитектура, то, что он все-таки компактный, не такой, как Москва, где ты себя не чувствуешь уютно. Я вот жил в Москве неделю летом, и мне сложно было вот уют какой-то почувствовать, потому что, вот этих районов компактных, их не так много, в основном это проспекты, это такой функциональный город, где ты занимаешься каким-то бизнесом. Вот, Петербург — это менее серьезный город, менее какой-то торопливый, поэтому вот, Питер великолепный город. Конечно, главный минус — это погода, но главное, чтобы дома было тепло. Дома пока тепло, батареи отрегулированы, хорошо, да? Отопление работает. Отопление У меня работает. дома жарко. Я Да. открываю форточки и окна. Вот, в Краснодаре у меня было дома плюс 17, хотя на улице было столько же. Так что, учитывая мою деятельность, мне очень важен интернет. На юге России он, к сожалению, не очень развит. Так что, в Питере я бы жил. Какие против? Против климат, против то, что я здесь уже жил, и я... Неинтересно. Интересно смотреть что-то новое, то есть я понимаю, что я не буду жить 1000 лет, у меня там, 100 максимум, не знаю, и уже даже не 100, вот, поэтому у меня еще вот несколько десятков лет на то, чтобы исследовать мир, на то, чтобы пожить в разных городах, странах, и мне это хочется, мне хочется иметь разный опыт, вот как у тебя, ты жила и в Барселоне, и в Аргентине, в Буэнос-Айресе, вот, в Буэнос-Айрес хочу, вот, поэтому нужно от чего-то отказываться, чтобы получался какой-то новый опыт. Недавно я как раз думала об этом. Где я хочу жить? Очень сложно, потому что, выбирая одно... А как ты вообще оказалась... Подожди, мы с тобой общались на стриме, ты где была, в России или... Я была в Аргентине. В Аргентине, вот, а как ты вообще приехала? Это, наверное, мы же еще запишем еще одно видео на моем канале, вот, и об этом давай... Мы все расскажем, Давай, вот, я тебе буду... интриги, расследования. Да, я тебе буду задавать вопросы, это видео на моем канале, а это видео на твоем. Короче, да. вот, заходите. На моем канале мы знакомимся с Артемом, так как со мной вы уже знакомы, я думаю, да. Может быть, в какой-то мере. Ну и что, какой твой следующий план? Где ты будешь жить в ближайшие, давай скажем, 3 месяца? 3 месяца. Триместрами будем думать. Эксклюзивная информация. Только сегодня, только здесь. Сегодня, да. Завтра я лечу на Кипр. Я хочу поехать туда, потому что, во-первых, туда можно поехать. Это теплая страна, плюс 30 градусов в октябре будет.
и я там не был. И плюс там на греческом говорят, греческий я немножко изучал, вот еще буду изучать. Поэтому вот Кипр, это октябрь. Потом я хочу в ноябре поехать в Дубай, потому Прекрасно. что будет там тепло, ну, то есть не слишком жарко и не холодно, комфортная температура. В декабре я еще не знаю куда. Ну, вообще зимой хотелось бы в Латинскую Америку уже наконец-то попасть. Если вы, ребята, знаете, какая ситуация там, если вы оттуда, то расскажите. Вот. И почему я хочу вообще перемещаться и именно в теплых местах находиться? Потому что для меня время в холоде — это потраченное время. То есть Мгм. я хочу, чтобы я был счастлив каждый день свой. И когда ты мерзнешь, когда тебе нужны вот эти все куртки, какие-то одежды. Ну, я жил в Сибири, я жил в Питере, мне хватило тоже этого опыта. Мне хочется лето круглый год пока что. Вот. И это первая причина. И вторая, я хочу исследовать мир. То есть Мгм. очень интенсивно, опять же, понимая, что ну, стран, городов много, и нужно как бы это все очень быстро делать. Мгм. Я тебя прекрасно понимаю. Наверное, такая же история. Нельзя поделить людей на группы, естественно, но есть какая-то группа людей, которая рождается, как моя мама говорит, с шилом в заднице, Мгм. когда не сидится на месте, хочется посмотреть все и везде, а есть люди, которым комфортно в одном месте, им неинтересно, что происходит. В немецком есть слово Fernweh. Ой, я немецкий не особо знаю. Fernweh, как называется по-английски? Wanderlust. В русском языке нет слова такого, да? Fernweh — это такое классное слово, которое я, изучая немецкий, нашла для себя и подумала, это слово про меня. Как по-английски слово homesick, Мгм. по-русски нет такого, да, слова, как скучать по родине, скучать по Мгм, дому. мгм, Ну, мгм. одного слова нет, homesick. Так вот, Fernweh — это то же самое, только не homesick, а когда ты скучаешь по дороге. Мгм. То есть для тебя жить в одном месте — это мука, и ты скучаешь как раз по передвижениям, по путешествиям. Да. Э, да. Но, знаешь, я, скорее всего, находясь в одном месте, понимаю, что жизнь проходит прям. То есть меня, если день повторяется, вот я делаю одно и то же, Мгм. в работе это важно, там, в достижении цели это Да. важно делать одно и то же, но, по крайней мере, вот когда локация Мгм. та же самая, я такой, а что я тут делаю? Почему Мгм. я могу... Ну, ты же можешь в любой Да. момент открыть YouTube, посмотреть Да. какое-то видео из путешествия. Так здесь то же самое. Если есть возможность путешествовать, ты можешь переместить себя просто и смотреть на вот эту картинку, вот эту страну, новый город сам, при этом занимаясь теми же самыми вещами. Поэтому вот у меня вот эта жажда постоянно все Мгм. открывать, смотреть, она вот сейчас особенно активно, в такой Мгм. активной фазе находится. У меня такая же история, Мгм. как у тебя. Я люблю перемещаться, как ты сказал, менять место расположения. Мгм. Но, например, вот в сентябрь я жила в Берлине, Мгм. и из Берлина сразу приехала сюда. Здесь буду месяц, потом я уеду, скорее всего, в Аргентину, но это не Так у точно. тебя еще Но, круче образ жизни, потому что ты можешь ездить там но, в Германию, в Аргентину да, в этом плане сейчас недоступно для для российских граждан, русских да, людей, да. Европа, но это не постоянно, это изменится. Ну да. Ну, в принципе, да, если говорить. Но у меня есть маленькая проблема. Когда я переезжаю на новое место, да, я работаю, но мне сложно, допустим, себя организовать, потому что новое пространство, нужно Мгм. притереться, да, привыкнуть. И я и на одном месте не могу работать, мне надо менять. Но и меняя места, есть вот такие Мгм. проблемы, чтобы привыкнуть к месту, да. У тебя есть что-нибудь Ну да, похожее? Поделись про рецептом. работу первое это интернет, конечно, самое главное, чтобы был хороший интернет, не всегда он есть, э, вот, это основная проблема, потому И что, заранее трудно ну, найти, трудно да, проверить, чтобы был хороший ну, интернет. квартиру найти не так сложно, по России, по крайней мере, Мгм. говорю за Россию. Мы, русские люди, очень спонтанные, обычно за день просто все делаем, вот, и снять квартиру за день, и, я не знаю, все что угодно сделать практически можно очень быстро. В этом плане удобно, и я уже Россию, по крайней мере, не воспринимаю как ну, перемещение по России, как какой-то дискомфорт. То есть это скорее как будто это город,
и я по разным его районам езжу. Вот. Поэтому, ну, есть города, в которых я уже был некоторое время, и я уже привык к ним. Ам, Что касается вообще образа жизни, то тут уже, да, если это новый город, то тебе нужно искать магазины, тебе нужно привыкнуть вообще К зоне, к да, к зоне, району. ко всему. Ам, И то есть ты занимаешься адаптацией вместо того, чтобы какую-то свою уже рутину практиковать. Ну, вот в Краснодаре, например, я привез туда велосипед. Каждое утро я вставал, садился на велосипед, ехал на спортплощадку, занимался спортом, завтрак, дом, душ и работа. И все, я это делал постоянно, и ну, в другом каком-то городе мне нужно искать спортплощадку, мне нужно искать, где там Вот про это я говорю. поездить, Например, туда тот же все. спортзал. Это неудобно, а когда ты живешь в одном месте, ты как бы адаптируешь и настраиваешь под себя все процессы, и ты эффективнее в этом плане. Но может надоесть, например, или может стать холодно, как в случае с Краснодаром. Вот, поэтому надо ехать дальше. Даже если ты убежден в том, что ты любишь путешествовать, в определенный момент тебе захочется отдохнуть, просто побыть дома и никуда не ездить. Да. И обратная ситуация, даже если ты всю жизнь там обожаешь никуда не ездить, когда-то тебе захочется. То есть люди всегда ищут какого-то разнообразия. Да, всегда что-то новое. Мгм. Жизнь прекрасна, потому что разнообразна. Да. Мне нравится, что ты ездишь по России, пока можешь, Мгм. и ты активно пользуешься этим. Я смотрю иногда твои, когда могу, не всегда могу, но смотрю твои выпуски в разных городах. Мгм. Это моя мечта, честно. Я была во многих городах в центре, в центральной части или на северо-западе в основном. Но вся часть за Уралом, Сибирь, Мгм. Дальний Восток, это все в моих планах. Мне бы очень хотелось побывать, особенно Транссибирская магистраль. Но это столько времени. Мне очень нравится, что ты путешествуешь. Скажи мне, какой твой любимый город России? За все время, что ты А, там Ну, бывал. здесь сложно сказать, опять же, потому что, возвращаясь к разнообразию, вот сейчас, сегодня, например, ну, скажем, любимый город Петербург, да, потому что здесь красиво, здесь много всего, все, что ты хочешь, можно найти, здесь уютно и так далее. Когда я поживу тут месяц, два, три, мне станет холодно, серо, я привыкну к архитектуре, ко всему, то есть для меня это станет Глаз нормой. сотрется. Да, я скажу, что, ну, наверное, Краснодар, потому что там много деревьев, много зелени, все компактнее еще, уютнее, трамваи ездят старенькие, как в Праге, вот. И потом я поеду туда, потом скажу, типа, ну, это деревня, там ничего нет, там, да, все. То есть я уже понял, что формат одного города, что вот я обожаю там, ну, возьмем Барселону, например, я там был, в принципе, очень по многим критериям подходящий для меня город. Я уверен, я найду там, даже там, минусы, или Лондон, не знаю, ну, любой город приведите. То есть в определенный момент я захочу уехать, ну, в Новосибирск, например, или куда-нибудь. Поэтому я могу сказать, какие города классные, в которых я бы жил. Ну, Петербург, Краснодар, Москва, Новосибирск. Ну, по своим личным обстоятельствам, потому что у меня там родственники, там, друзья и вообще родной город. Но какой из них самый лучший, это всегда меняется. Действительно, трудно Да. выбрать один. В принципе, у меня есть возможность в любом из этих городов жить, но почему-то в одних городах я живу, в других не живу. Наверное, в тех, в которых я больше живу, ну, соответственно, больше всего я прожил в осознанном уже возрасте, наверное, в Петербурге. Потом это Краснодар и Новосибирск. Вот это, наверное, такой рейтинг будет. Петербург, Краснодар, Новосибирск. Какие города ты хотел посетить, когда ты еще не успел съездить, но хочешь русские города? Русские города. Во-первых, я хочу посетить все миллионники, их у нас 16, у меня осталось 2. Это Воронеж и Красноярск. Окей. Потом я хочу посетить все столицы всех субъектов федерации. То есть огромное количество, еще там, не знаю, 50 или 100 городов. Ну и потом просто интересные города, где я что-то увижу, кто-то мне посоветует. То есть я хочу все исследовать. Ну, по примеру, меня очень вдохновляет Артемий Лебедев. Он посетил все страны, все регионы, и я хотел бы тоже такой опыт иметь. Просто интересно, какими глазами ты будешь смотреть на мир, имея такой опыт.
Мгм. В мире тоже, ну, во-первых, Европа, все европейские страны, все столицы, там все просто, что только можно. Ну и по миру дальше путешествовать, потихонечку открывать страны, выполнять список. Вот. Список не закончится. Он Список, будет ну да, вечный. да, да. Тебе больше нравится путешествовать по городам, по столицам или больше сельским местностям в России? В России по городам прежде всего, и я именно люблю города, мне интересна Мгм. урбанистика, у меня Мгм. тут пару книг стоит на тему урбанистики, там, ну, вон, одна. Смерть и жизнь больших городов Ну да. ненавижу. Вот. Короче, мне интересны какие-то решения урбанистические, как города развиваются. Я понимаю, что в деревнях, скорее всего, ну, в большинстве случаев ничего не меняется, Мгм. и в этом есть свой шарм. Но я не понимаю, что там мне делать. То есть я все равно в каждый город, в который еду, я рассматриваю его как место, где я бы жил. Мгм. В деревне я бы вряд ли жил, ну, по крайней мере, долго. Поэтому это, ну, потом, когда-то я посмотрю. Не время Особенно, сейчас. да, когда будет, у меня есть план, хочу минивэн себе взять, и чтобы там была кровать, Да, чтобы это я мечта. ездил, ночевал там, и у меня была полная свобода, потому что сейчас, ну да, ты можешь на автобусе, на поезде, ты, в принципе, свободен от парковок, от обслуживания там своего транспортного средства, но и ты не везде можешь доехать, и не всегда, когда хочешь, а когда у тебя есть машина большая, ты можешь туда загрузить и велосипед, Мгм. и матрас, и всю свою семью, и ездить просто в любую точку. Так что, ну, большие города, потому что в плане перемещения часто самый простой Мгм. вариант. Потом, когда я посещу все эти города, уже меньше будет возможности там вот сразу сорваться и поехать. Например, не будет мест там или там поздно. Ну, короче, вот. То есть, да, сначала большие города и потом к маленьким, к Самое деревням. интересное на начало. Не Ну, откладываешь на вырос. конечно, да, да, Ты помнишь, в школах и в детских садах вас кормили? кормили. Там типичное школьное меню было: Мгм. котлета, пюре, Да-да-да. помидор и огурец. Это у меня до сих пор любимое блюдо — котлета с пюре. Котлета с пюре. И давали одну такую дольку помидора и одну дольку огурца. Кто-то любил котлету больше всего, кто-то любил овощи. И вот мне интересно, я оставляла самое вкусное на потом. Мгм. А есть люди, которые сначала самое вкусное едят, а потом все, что останется. Ты как делаешь? Я тоже самое вкусное на потом. Да. Но Но не про не про путешествия. путешествия. Я сейчас занимаюсь ознакомлением, то есть я знакомлюсь вообще с миром. Кто-то говорит, что чтобы понять там страну или город, нужно там чуть ли не несколько лет прожить, а вот это все херня, то, что ты там Мгм. 2-3 Недолго дня. побыл. Я как раз-таки хочу общее представление иметь. Все равно, когда ты приезжаешь в город, ты сразу чувствуешь, твой он или нет. Мгм. Потом уже более детально, например, зачем мне тратить, условно, там, год-два на какую-нибудь страну, просто для того, чтобы кому-то сказать, что я там жил Хорошо. 2 года. Мгм. Просто если я пойму, что мне там понравится, я пойму это за день, за 3, я в следующий раз могу приехать на подольше. То есть, чтобы не тратить время на то, что ты, ну, не уверен, что тебе нравится. Ну, а первое впечатление может быть обманчиво. Может быть, да, согласен. У меня так было с Берлином, кстати. Я записывал видео, и оно есть на канале, где я сказал, что это отстойный город. Вот. Но потом я изменил свое мнение, потому что тебя начинает тянуть к этому городу, в этом магия этого города. Что тебе не понравилось в Берлине? В Берлине мне не понравилось, что архитектура, то есть если сравнить Петербург и Берлин, то, ну, Берлин — это просто очень упрощенный вариант Петербурга, скажем так. Потому что, ну, понятно, очень много было разрушено, и восстанавливали не старые дома, а строили новые. И новая современная архитектура, она довольно скучная, И пластик, советского стиля много. советский стиль, да, Мгм. тоже есть, но обычно даже врата эти, как они, Бранденбургские ворота. Бранденбургские Мгм. ворота, рядом просто смотришь на дома, и они, ну, очень простые, то есть Мгм. это не вызывает какого-то восторга, что это столица. Ну, я даже Мгм. считал Берлин столицей Европы, потому что все-таки экономически Германия — это главная, наверное, страна, там, ну, с Францией. И
я этого не увидел, я увидел, что, ну, городок один из там каких-то, то есть Париж это вау, не знаю, Лондон, наверное, тоже, какие еще города Европы такие, ну, Будапешт, то есть я бы сказал, Будапешт круче Берлина, но Да, разные стили. в этом и есть, наверное, его шарм, что он Мгм. не про вот этот Да, шик, а про, ну, какой-то больше расслабон, там, андеграунд. да, то есть такое что-то хипстерское. Мгм. Ну и плюс там много всяких граффити было, и как-то, ну, грязновато показалось. То есть у меня было впечатление, что я, ну, в Греции, а в Греции там все исписано, и мне хотелось прям такого порядка вот от Германии, я ожидал. Меняешь впечатление. Я помню, я была в Берлине первый раз 10 лет назад, Мгм. и в этом сентябре, получается, 10 лет разницы. Я не могу сказать, что я увидела одно и то же. Мне кажется, что я была в двух разных городах. Как он изменился? На тот момент, когда я была 10 лет назад, у меня, скорее всего, было твое впечатление. Ага. Во-первых, да, в плане архитектуры и в плане, как устроен город, мне казалось, ну окей, как бы разницы там особо нет. Есть какие-то красивые улочки и все прочее, но, наверное, не было контраста. Мгм. Вот про что ты говоришь. А сейчас для меня был контраст. Видимо, я Мгм. уже привыкла немного к другой Мгм. модели жизни, и для меня был контраст. Например, меня очень сильно удивило, что везде тихо. Мгм. Ну, кроме там самого центра, Машин мало, да? машин мало, и люди... Я вообще думала, что я оказалась в шоу Трумэна, знаешь. Мгм. Никто не Ну, разговаривал. это же в ковидные времена вот было. Нет, вот сейчас в сентябре. А Ну, там все открыто, все все, нормально? все открыто, да. А, Даже в доме спальные районы, ну, у мгм. них вообще там тема с шумом, и детские сады могут Мгм. оштрафовать из-за шума. В общем, соблюдают Все это. строго. Да, и люди, они привыкли вести себя так, что, во-первых, шума нет, ну и во-вторых, качество построек. Мгм. Меня очень удивило качество построек. Построек я не обращала внимания на это. Качество стен, Мгм. дверей. Кажется, что все шумоизолировано, Мгм. поэтому шума нет. А, И вот это меня удивило. Ну и, конечно, там система переработка мусора, а это плюс старые или новые дома вот с шумоизоляцией? я думаю, что либо это новые, либо это старые отремонтированные. А, ну да, я видел, да, там их реконструируют. Да, где я жила, это была восточная именно часть, вообще район, который Мгм. похож был на Советский Союз даже. На самом деле интересно. Я из Череповца, мой город Череповец, и если в моем городе погулять по некоторым улицам, можно найти точно такие же дома. То есть Серьезно? да, не многоэтажки, Блин, интересно. пятиэтажки, особенно в Потсдам. Я ездила в Потсдам, и вот там некоторые районы, они вообще идентичные. Но с одной разницей, в Потсдаме все красиво, все Аккуратно, да, покрашено, одинаковые аккуратно, окна. и в Череповце, ну, Ну, понятно, да. грустно. Да, Если есть их такое. покрасить, то один в один будет. Да. Ну, ты знаешь, у нас есть города, где примерно такие же реформы и реконструкции делают с домами, с пятиэтажками. Это Пермь. Мгм. Вот Пермь и, по-моему, Калининград Мгм. тоже, Волгоград. Ну, короче, в некоторых городах реально все просто сносят, все окна, все штукатуривают заново, меняют окна, балконы и выглядит очень аккуратно. То есть как Здорово, будто новый дом. Но здорово. это очень редко в России, к сожалению. Но было бы очень красиво. У меня уже появилась идея написать в мэрию города. Давайте скинемся все. Да, Ну, ты путешествуешь для того, чтобы развиваться, можно сказать, да, да. смотреть что-то. В тебе есть какие-то перемены, допустим, когда ты начал, не знаю, сколько лет назад, Мгм. и сейчас? Что в тебе изменилось? Это очень интересный вопрос, очень глубокий. Что во мне изменилось? Ну, во-первых, я э, уничтожил все свои какие-то иллюзии о том, как выглядят города и страны, в Мгм. которых я был. Это, с одной стороны, грустно, потому что, ну, фантазии, это какое-то воображение, что-то там, не знаю, как Екатеринбург выглядит, как там Мгм. Рим или, ну, любой город. Эм, У каждого человека есть. Был он там, не был, он все равно что-то слышал, что-то Мгм. видел. Есть картинка. Да, и когда ты... То есть иногда картинка лучше, чем реальная Мгм. ситуация, иногда хуже, но я избавился от этого и наложил на это свое уже реальное впечатление. То есть это первое, да, я имею хорошее такое основательное представление о большем количестве мест. То есть Мгм. если, ну, я общаюсь с человеком, например, э,
из России, там, говорит, я там из, не знаю, Нижнего Новгорода. Все, у меня сразу же картинка, что это за город, где я гулял, где я был. Во-первых, общая тема для разговора. То есть всегда, ну, Череповце я не был, но если бы был, ты вот сказала про пятиэтажки, я спросил, а какой район, а где такой, ну, все, я там был, вот смотри, у меня фотки есть. То есть это сразу коннект с людьми, это представление лучшее о мире, о своей стране, то есть тебя не смогут как-то, ну, обмануть, тебя сложнее будет, что вот все в России все убито, Да. все ужасно. Ну, я же езжу, смотрю, что, ну, реально... Где-то убито, где-то нет. Где-то убито, где-то реально есть улучшение. И чем больше я путешествую, тем меньше я избавляюсь от вот этих вот лозунгов, что все, Россия, кошмар, там все прям загнивает. То есть я вижу, что прогресс есть. Ну и что Мне еще? нравится, что ты отмечаешь такие вещи. Ну и что еще? Еще, даже не знаю, знакомлюсь с людьми, просто интересно. Я растягиваю свою жизнь, то есть свое субъективное время. Когда ты там живешь в одном городе, в одном месте, делаешь одно и то же, у тебя все сжимается вот так вот. То есть жизнь, она и без того довольно короткая, а если ты еще делаешь одно и то же, твое представление сжимается. Вот, так вот, когда ты путешествуешь, ну вот, например, я могу вспомнить, в этом году я был в Дагестане, это было в марте. И у меня такое впечатление, что было 10 лет назад, то есть очень давно, и чем больше ты этого опыта впихиваешь в год, тем длиннее он кажется. Да. Так что, ну, вот такие моменты, конечно, там можно много еще там думать. Ну, как я изменился, проблемы какие-то, может быть, все равно в путешествии какие-то ситуации, ты их решаешь. Так что, да, это В просто... целом больше опыта и больше Да, опыта, жизни. понимания. В общем, это обязательно нужно делать, я считаю. Интересные моменты затронул. То, как быстро идет время. Нет человека, который не жалуется на то, что время идет быстро с каждым годом. Притом, да, здесь есть, ну, во-первых, мы растем, и для нас там, в 10 лет год был 1/10, а сейчас для меня это 1/30, и с каждым годом все хуже и хуже. Да. Ну и плюс, если мы проводим за одним столом, там, в одной комнате, время летит очень быстро. Действительно, иногда выходные ты проведешь в другом месте, и кажется, что это была неделя. Да. Полезный совет для людей, которые не хотят, чтобы жизнь проходила быстро. Да, бросайте свою работу и езжайте в Увольняйтесь все. кругосветное путешествие, отправляйтесь. Лучший совет.